Здравствуйте, мои дорогие друзья! Приветствую вас на канале Оксана Гудвин Винтаж. Продолжаю разбор шкафа, украшений, которые были найдены на свалке. Все, что интересного и не очень мне удается находить, я вам, мои дорогие зрители, показываю. Сегодня будем разбирать вот эту гору украшений. И давайте приступим. И, мои дорогие, хочу показать, похвастаться вот такой находкой. Тоже нашла на свалке. И это футляр для украшений. Люблю я подобные вещи использовать. Это не домашнее хранение, ну, вполне возможно, да. И мне кажется, это что-то для поездок подобного плана вещицы. Если встречаю, обязательно их приобретаю. Здесь все так удобно, в новом состоянии. В общем, просто похвалилась. Ну и давайте приступим. Украшения с шнурками. Вот так вот кучка. Я буду брать по одному постепенно. Буду их разбирать. И первое украшение — это вот такой интересный кулон на родном подвесе. Здесь шелковая веревочка и с таким бисером двух цветов. Один потемнее, другой посветлее. Но подвеска сама очень красивая. Смотрю, все кристаллики на месте. И вот такая вещица. Зеленые кристаллы очень яркие, такие очень красивые. В таком восточном, мне кажется, стиле. Тоже нужно его почистить. И здесь есть маркировка. Сейчас, минуточку. Маркировочка вот такая. Не знаю, что это обозначает. Ой, вот так вот. Такая вот маркировка. Так, идем дальше. Следующее колье, кулон, тоже с маркировкой. И здесь чикос. Очень красивый сам кулон. Эмаль, мне кажется, что-то в ручной технике, росписи красивая. Эмаль. И здесь тоже есть маркировочка чикос. Здесь кожаные ремешки из натуральной кожи. Вот такая подвесочка. Ну, тоже интересная, разноцветная. Не часто я использую эту подвесочку в аутфитах, хотя вот напомнить себе иногда нужно о тех украшениях, которые забыты, которые давно не носились, их тоже нужно выгуливать. Так, следующее колье. Здесь нет маркировки. И мне кажется, это серебро по оттенку потемнения. Так, нужно его тоже почистить. Так, перевернулась как-то. Да, как-то вот так. В общем, здесь техника очень интересная. Здесь, пожалуйста, и кристаллики, и как бы чеканка такая в стиле боха. Интересное украшение. Идем дальше. Такой кулончик. Тоже летом часто использую. Здесь есть маркировка. Так, по-моему, это Леа София. Моя любимая американская компания. Качественные украшения производит. Оригинальностью отличается. И, в общем-то, тоже такой интересный перламутровый круг. Можно светлой стороной, можно вот такой темной стороной. Очень красивый перламутр. Так, а мы идем дальше. Вот такая подвесочка. Тоже есть маркировка. И здесь не могу сказать. Ну, тоже очень оригинальное украшение. Есть вот и кристаллики очень красивые, и оттенки металла разные абсолютно. В общем, такая вещица интересная. Здесь, по-моему, нет маркировки. Надо ускоряться, чтобы видео не получилось длинным. Так, нет, еще на шнурках не закончились украшения, но давайте перейдем. Буду подряд все брать. Так, и здесь... Сейчас, минуточку. Это Лиснер. Маркировка.
Очень красивый кулон. Сочетание брошированного металла и глянцевого. Очень красиво. Так, я, по-моему, цепочку подбирала отдельно. Это не родная цепочка. Кулончик мне попался в каком-то мешке. Ну, очень интересная вещица. Компания Лиснер очень известная компания. Дэвид Лиснер, основатель этой компании, он родился в Германии. И, по-моему, в 1864 году приехал в США. И компания, вернее, маркировка именно вот Лиснер, эта маркировка начинается с 1935 года, маркируется как Лиснер. Компания известная, интересная. Так, а мы идем дальше. Следующий цветок. Это компания Леа Софи, моя любимая американская компания. И украшения, как я уже сказала, качественный материал используется в изготовлении. И очень оригинальный дизайн. Так, цепочку, по-моему, я тоже подобрала самостоятельно. В общем, по оттенку металла совпадает очень красивый оттенок гелиотиса. Это разновидность перламутра. Такого зеленоватого оттенка, перелив, как бензиновый такой перелив. И покрыт эмалью прозрачной. Так, идем дальше. Следующее вот такое украшение винтажное. С замочком винтовым. Да, закручивается. И здесь, по-моему, нет маркировки. Так лицевая сторона выглядит. Очень нежное такое колье, прям под горлышко, как чокер. Какая интересная вещица. Так, идем дальше. Следующая вот такая цепочка. И здесь маркировка Сара Кавентри. На магните. Очень красивые эти две бусины. Аврора Бореалис. И такая стеклянная черная капля. Тоже интересное, красивое украшение. Иногда надеваю, кстати. Очень нежно смотрится. Интересно. Красивенькая очень бусина. С красивой огранкой. Каждый поворот дает новый оттенок. Очень красиво. Так, идем дальше. Еще группа, так сказать, украшений есть. Вот такое украшение, такой кулон. Это тоже имеет маркировку из Сара Кавентри. Очень красивый. Имитация штампованная филигрань. Видите, вот так штампованная видно с обратной стороны. Вот такой вот кулон. Тоже вполне себе интересный, современный, несмотря на то, что это винтажное украшение, вполне современно выглядит. Так, идем дальше. Следующий кулончик вот такой. С марказитами. Я думаю, что это что-то современное. Подобных украшений, мне кажется, на Алиэкспресс тоже много. Ну, тоже попался, по-моему, в каком-то мешке. Ну, вполне себе красивый кулончик. Цепочку, по-моему, тоже сама подобрала. Вот так. Следующее тоже мелкое украшение. И это вот такой крестик на панцире. Прозрачный такой. Красивый. На родной цепочке. Здесь нет маркировки. Но цепочка, вот сразу видно, что украшение стоящее. Возможно, это позолота. Видите, очень мелкая цепочка, но она имеет брошированные звенья. Красиво. И здесь вот на панцире как-то выгравирован, да, крестик. Тоже такая вещица очень интересная. Так, здесь нет ли здесь маркировки? Так, здесь нет. Нет, по-моему, это не маркировка. Так, а мы идем дальше. Вот такое украшение. Тоже не надевала я его, по-моему, даже, может, один-два раза. Тоже вставка из гелиотиса.
очень красивая. И вот такие пластиковые белые бусины. Такое украшение. Так, идем дальше. Тоже летний такой кулон, летнее украшение. Думаю, что это что-то ручная работа. Очень красивые мелкие бисеринки. И по кругу вставки гелиотиса. Но настолько он яркий и настолько он красивый, просто невероятно. И это все на ракушке. Очень красивая вещица. Просто можно любоваться, как природа все это красиво разукрасила. Так, идем дальше. Так, дальше вот такое чудо чудесное. Это такая подвеска, колье с люстровым покрытием. Даже, мне кажется, это Аврора Бореалис покрытие. И серьги к этому колье. Вот такие крупные. Тоже. И бусины, мне кажется, пластиковые. Они не тяжелые, но очень красиво сам комплект выглядит. Так, где-то вторая серьга завалилась. Ну, интересное такое колье. Прям вечернее, нарядное, фиолетово-розовое и в отличном состоянии. Такое роскошество, как вам, да? Так, идем дальше. Следующее колье, уже, мне кажется, более такое современное, в морском стиле. Сейчас вот так. Здесь, пожалуйста, и ракушки разных на любой вкус. Сейчас переверну, посмотрим. И звезды морские. Но эти шармики очень интересные. Здесь эмаль белая такая, но это все металл. Кажется, летом отлично смотрится. Здесь нет маркировки. Ну, тоже интересное украшение. Так, а мы идем дальше. Вот такой комплект вместе собран. Такой кулон. И здесь, по-моему, да, браслет. Сейчас разберем. Так, сейчас. Вот. Немного покрупнее, чем цепочка на этом колье. Ну, такой кристаллик с амальгамой, красивая цепочка, золото. Все сверкает, все блестит. Так, идем дальше. Следующая вот такая цепочка. Здесь есть маркировка. По-моему, это тоже Сара Ковентри. Нет, это Мане. Цепочечка. Очень интересное плетение. Необычное. Какой-то кулон к нему надо подобрать. Вот сейчас смотрю, я показывала вам вот этот кулон от Лиснер. Но по оттенку металла они отличаются, да, и вот сама вот это вот, само звено, оно крупновато для такой цепочки, хотя, может быть, да, вполне себе. Так, идем дальше. Украшение вот такое, современное вполне украшение. Так, по-моему, лицевая сторона. Тоже современное, такое стильное, как авторская работа, похоже на авторское украшение. И здесь вот металл нескольких оттенков. Здесь и бронза, и медь, и серебро, условно так. Да, и здесь вот так вот склейка идет. Ну, такое стильное украшение. И застежка у него такая, что говорит про авторское, так сказать, направление. Ну, интересно сделано. Думаю, да, это что-то такое стильненькое.
Так, идем дальше. Следующее колье. Цепь. Вот такая вот красота. Очень нравится мне вот змейка. Цепь. Интересно смотрится, хорошо смотрится. Вот такое вот. Интересное колье. Есть у меня, кстати, и браслеты тоже похожие на это. Так, следующее украшение вот такое. Очень старая застежка. Видите, вот так вот. Она как две половинки и очень такая крупная золотая цепь разных размеров, разного плетения. Вот похоже на Сара Кавентри, кстати, вот плетение такое часто встречается. Ну, смотря на застежку, конечно, видно, что украшения любили, носили. Так, и маркировки здесь нет. Вот такая вот вещица. Кстати, вот подобного плана застежки можно носить в качестве как украшения, то есть не на шейке сзади, а будет так украшать тоже. Вот такая вот вещица. Так, идем дальше. Следующие вот такие бусы. Тоже сочетание перламутра и золота. И здесь вот такая застежка, старая, крючок. И здесь тоже есть маркировка Japan. Вот на крючочке. Но очень тоже нежное украшение. Как его распределить, и будет просто великолепненько. Такая вот. Тут несколько ниток. Вот разделены на 3 части, и еще в каждой части тоже по 3. Получается сколько? 9 ниток. Красивая вещица. Так, а мы идем дальше. Следующий здесь же на этой же полочке вешалки есть вот такие бусы. Тоже я все украшения вам показывала, просто сейчас идет разбор ящиков. И здесь тоже, по-моему, Japan. Ну, очень красивое вот это сочетание. Очень мне нравится именно такой приятный оттенок вот этих бусин Мурана с ручной росписью. Они очень красивые. Сочетание золота, черное. В общем, и сборка очень удачная. То есть в раскладке очень хорошо эти бусы ложатся. Здесь получается у нас вот по центру, да, вот такие золотые бусины. По бокам вот такой акцент. В общем, такая красивая вещица. У меня, кстати, к этим бусам есть и серьги. Я вот не знаю, мои дорогие, напишите, стоит ли хранить серьги отдельно, бусы отдельно, или все-таки комплектом хранить более удобно. Так, да, сейчас я вам покажу. Вот серьги, клипсы. Здесь тоже Japan написано. Так что жду ваших предложений, замечаний. Напишите, пожалуйста. Вот такой ролик сегодня получился. Всех люблю, целую и обнимаю. Всем мира, добра и красоты. А с вами была Оксана. Увидимся в следующем видео. Всем всего хорошего. Пока-пока.